Привет и добро пожаловать в заключительную часть о наших приключениях в ЮАР. Если вы не смотрели первые две, то переходите по ссылкам, будет интересно. Ну а мы начинаем. Итак, сегодня мы с вами отправимся исследовать невероятно красивый винный регион, который расположен в окрестностях Кейптауна. Также на пути к нему мы познакомимся с еще одним городом садового пути – Найсной, примером успешной трансформации из промышленного центра в фешенебельный курорт. И заглянем в трущобы, которые в изобилии встречаются в Африке в целом и в ЮАР в частности. Попрощавшись с Eastern Cape и Сафари, мы отправились назад в сторону Кейптауна. Обратный путь также пролегал по маршруту Garden Route. Основными городами, помимо Пlettenberg-Бэй, о котором я рассказывал в предыдущей части, являются Моссел-Бэй, Джордж, Оутскорн и Найсна. Каждый из них достоин внимания и имеет свой завлекательный набор для путешественников. Но посетить все мы не успевали и остановили свой выбор на Найсне. Также мы проездом заглянули в Моссел-Бэй, который я изначально хотел включить в наш маршрут. Он знаменит, как понятно из названия, своими мидиями, которые, кстати, считаются одними из лучших в мире. Также он известен как историческое место, ведь именно здесь впервые высадились европейцы во главе с португальцем Бартоломео Диашем. К тому же это популярный поинт для наблюдения за китами, акулами и морскими котиками. И вдобавок это круглогодичный пляжный курорт. Но на мой достаточно беглый взгляд, это просто большой и ничем особенно не привлекательный город. Тем более на контрасте с аутентичными и зелеными Плетом и Найсной. Но это весьма поверхностный вывод. Было бы интересно узнать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если бывали там. Итак, что же из себя представляет Найсна? Многие путеводители называют ее сердцем Garden Route. Это тихий курортный городок с изумительными пейзажами, живописными пляжами, а также устричными фермами. Расположена она в устье одноименной реки, на берегу лагуны, с двух сторон защищенной скалистыми мысами, которые носят название Найсна Хедс. Это достаточно популярный в ЮАР курорт. Ритм жизни в Найсне размеренный, и это чувствуется во всем. Здесь никто никуда не спешит. Жизнь замирает рано. Многие рестораны закрываются уже в 20:00 и лишь некоторые работают до 22. Это неожиданная особенность, кстати, едва не лишила нас ужина в первый вечер. Выбор жилья здесь в основном представлен домами для отпуска, апартаментами, а также всего несколькими отелями, которые больше напоминают виллы. Расположены они в основном либо на побережье, либо на островах в центре лагуны. Мы же выбрали вариант на побережье с видом на лагуну, дабы вести наши вечерние беседы на балконе с красивым видом. Называется он Candlewood Lodge, и он в полной мере оправдывает свой рейтинг на букинге в 9,8 баллов. Ввиду пандемии до Найсны доезжало совсем немного туристов, и в этой связи мы были единственными его постояльцами. Так что все внимание персонала было приковано к нам. А так как любовь к мельчайшим деталям комфортного пребывания гостей у персонала этого лоджа просто в крови, то мы были окружены заботой буквально с ног до головы. В этом месте стоит упомянуть Матиаса, который несколько лет назад оставил стабильную Швейцарию и успешную карьеру в Амазоне, чтобы стать управляющим партнером этого лоджа. И его смело можно назвать мастером йоды в сфере гостеприимства. Стоимость номера с завтраком на тот момент составляла $100 за ночь, и я однозначно рекомендую это место. Помимо пляжей и местных красот, Найсна еще знаменита своими устрицами. Они здесь есть как фермерские, так и дикие. Их качество и объемы производства позволили Найсне стать значимым экспортным игроком в этой сфере. В Найсну, так же как и в другие города Садового пути, приезжают любители понаблюдать за китами. Еще здесь можно прогуляться в заповеднике Физерберд, разглядывая редких птиц. А также популярным видом досуга здесь являются разнообразные морские прогулки на закате. Все это вам на заметку, когда будете планировать свой приезд сюда. Мы же сфокусировались на пляже, природе и кухне.
И начнем, пожалуй, с кухни. Найсна городок небольшой, и подавляющая часть всех ресторанов расположены в основном в двух местах. Первое называется Найсна Waterfront. Это бухта со стоянкой для яхт, по периметру которой располагается несколько ресторанов. Но нам там как-то визуально не зашло, и мы проводили время во втором. Называется оно Tisen Islands. И это место прям точно не то, что ожидаешь увидеть в Африке. И если природа и ландшафт местности, где расположена Найсна, и так постоянно сбивают твой радар и заставляют думать, что ты где-то в Швейцарии, то голландская концепция Tisen Islands окончательно заставляет ощущать себя как в Европе. В прошлом это был центр переработки и отправки древесины, но в конце прошлого века он был преобразован вот в такой крутой островной городок с жилой и коммерческой инфраструктурой. В нем сохранено большое количество разнообразных механизмов, которые сегодня уже выполняют функцию арт-объектов. Я очень кайфую от подобных мест, поэтому мы провели оба вечера в ресторанах, которые расположены здесь. Они не вышаг, но вполне ок. Нужно заметить, что какой-то особенной гастрономической изюминки в здешних ресторанах мы не нашли, вопреки обещаниям в интернете. В общем, могу рекомендовать Tisen Islands как лучшее место в Найсне для ужинов и как просто красивую локацию для прогулок. Большую часть следующего за приездом дня мы провели на пляже Брентон, который Матиас рекомендовал как лучший в Найсне. И это оказалось правдой. Пляж просто отличный. Расположен он в 15 километрах от Найсны в небольшом прибрежном и одноименном городке. Дорога к нему огибает лагуну и позволяет любоваться местными красотами по пути с разных ракурсов. На утесе над пляжем расположено множество разнообразных стильных лоджий, вилл и шале, которые сдаются в аренду. Остановиться в одном из них тоже будет хорошим решением. Здесь есть несколько ресторанов и магазинов, но все же за инфраструктурой придется ездить в Найсну. Сам же пляж выглядит прям очень впечатляюще. Он, впрочем, как и многие другие пляжи в ЮАР, больше про побыть у моря. Причина этому – прохладная вода, опасное подводное течение и зачастую сильные волны. Мы, конечно же, занырнули пару раз, но комфортным купанием это не называть. На пляже отсутствует какая-либо инфраструктура, и спасателей также нет. Так что берите все с собой, и спасателя желательно тоже. Как и в отеле, на пляже мы были также практически одни, что позволило сполна побыть в моменте и насладиться красотой и величием этого места. Следующим утром нас ждал персональный и очень вкусный завтрак, накрытый в уютном дворике виллы. Компанию нам пытались составить местные обезьяны, которые также были не прочь перекусить. Но тут же появился Матиас с такой вот дуделкой, которая должна их отпугивать. В общем, у них тут свои забавы. Поболтав немного за жизнь, мы попрощались с этим прекрасным местом и двинулись далее в сторону Vinelands. В общем, Найсна нас приятно удивила и очень понравилось. Я бы рекомендовал здесь задержаться хотя бы дня на 3. Но не ждите здесь движа, это место про спокойный и размеренный отдых. Пока мы с вами едем в сторону роскошного винного региона, самое время уделить внимание его противоположности, а именно гетто, или как их здесь называют, тауншипы. Несмотря на всю красоту этой страны, а также множество рукотворных чудес, вам довольно часто будут попадаться на пути большие, а порой огромные резервации бедности. В ЮАР насчитывается более 500 тауншипов, в которых по разным оценкам проживает около 50% населения страны, что на секундочку более 20 миллионов человек. И это, конечно, весьма драматическое зрелище. Корни этой проблемы уходят во времена расовой сегрегации и апартеида. Подобный масштаб нам встречался также в Бразилии. Но в отличие от Рио, здесь эти зоны четко разграничены и порой обнесены большими заборами, и обычные туристические тропы их не пересекают. Поэтому особенной опасности для туриста они не представляют. Ну, если, конечно же, не заявиться туда в гордом одиночестве вечерком. Некоторые из них более опасны, некоторые менее. Все зависит от уровня преступности в каждом конкретном тауншипе. Мы же в ознакомительных целях остановились на окраине одного из таких по дороге.
И в целях безопасности решили это делать, не выходя из машины. Что в этом конкретном случае оказалось излишним. Через минут 5 вокруг нас уже собрались местные детишки, наблюдая за дроном, словно за пришельцем. Они были заинтересованы нашей встречей, но при этом выглядели куда более расслабленно, нежели мы. Помимо детей нам еще встретилось несколько местных жителей, которые были крайне приветливы, улыбчивы и, как мне показалось, по-своему счастливы. Власти страны пытаются решить эту проблему. Это видно по строительству, очевидно, социального жилья рядом с тауншипами. Но пока эти попытки не очень успешны. Искренне надеюсь, что им удастся справиться с этой сложной и весьма нетривиальной задачей. Тем временем мы добрались с вами до винного региона, и пора влиться в его очарование. В мире много винных регионов, и все они живописные и прекрасны. Но здесь эти места особенно впечатляют. В целом ЮАР делится на 5 больших винодельческих зон. Но самое интересное происходит в регионе под названием Coastal Region Western Cape. Именно здесь зародилось здешнее виноделие. В радиусе примерно 100 километров от Кейптауна расположены его основные районы, или как их называют в виноделии, варды. А именно Констанция, Стелленбош, Парль, Франшхук и Свартленд. Каждый из них способен вскружить голову в прямом и переносном смыслах как любителю, так и ценителю вина. Мне, честно говоря, даже сложно представить, сколько нужно времени, денег и сил, дабы по достоинству оценить каждый из них. Мы на первый раз, надеюсь, не последний, сделали свой выбор в пользу самого значимого из них. Называется он Стелленбош. Город Стелленбош и одноименный район были основаны еще в 1678 году. И здесь находится 1/5 всех виноградников ЮАР. На территории этого района работает около 200 хозяйств, многие из которых считаются настоящим южноафриканским достоянием. Тут же расположен единственный в стране университет, который, помимо других, выпускает специалистов по виноделию и энологии, науке о вине. Я, откровенно говоря, даже не представляю, насколько здесь одновременно прекрасно и тяжело учиться, если вы меня понимаете. Сам Стелленбош очень красивый, зеленый и ухоженный. Он максимально не похож на африканский город и больше напоминает Старый Свет. Ну а теперь давайте разберемся, как здесь все устроено поближе. Вся суть заключается в перемещении между разными винодельнями, в которых предлагают дегустацию вина под аккомпанемент разнообразных закусок от местных фермерских хозяйств. И нужно сказать, что делают они это на высшем уровне. Добавьте к этому потрясающие виды на виноградники и окружающую природу в сочетании с архитектурой самих виноделин. И вот вы уже в одном из красивейших мест в мире. И вам уже совсем никуда не нужно, да и не хочется. В подобные места всегда тянет вернуться. Но у этого всего великолепия есть и ложка дегтя, конечно. И это стоимость. В винном мире все стоит, а в хорошем особенно. Я намеренно не буду приводить цены, так как все очень и очень зависит от предпочтений. Скажу лишь, что относительно бюджетно также можно хорошо провести здесь время. Следующим немаловажным пунктом, который будет влиять на ваш опыт здесь, это подход к проживанию. И в этом вопросе есть 3 пути. Первый. Можно остановиться в одном из множества очень красивых отелей, выполненных в капском стиле, которые находятся непосредственно в городе. И далее посещать винодельни либо на своем авто, но в таком случае вам нужен трезвый водитель, а с этим тут сложно. Кстати, здесь нулевая толерантность промилле за рулем, и полиция за этим бдит. Либо на такси. Винодельник, к слову, расположен достаточно далеко друг от друга, пешком особенно не находишься. В этом варианте у вас будет вечерний бонус. Удобная возможность прогуляться по городу, правда, если останутся силы после дегустации. Это очень приятный город для пеших прогулок. Вариант второй – это остановиться на территории одной из виноделин. И многие хозяйства предлагают такую опцию. Я думаю, вы уже догадались, что это лучший вариант в плане максимального погружения в винный мир. Размещение на винодельнях также на очень и очень достойном уровне. Стоимость за ночь сильно разнится и зависит напрямую от элитности самого хозяйства. Нужно отметить, что обычно это несколько дороже, нежели отели в городе. Но при этом данный вариант размещения крайне популярен и бронировать лучше заблаговременно. Ну и, собственно, третий – это поездка из Кейптауна в рамках одного дня. Он, конечно, имеет
право на жизнь, если вы сильно ограничены во времени. Но я бы его крайне не советовал. Будет, как говорится, ни уму, ни сердцу. Мы свой выбор сделали в пользу второго варианта и остановились на территории винного хозяйства под названием Jordan Wine Estate. И единственное, о чем жалели, так это о том, что всего лишь на 2 ночи. Уже буквально с первых секунд нашего пребывания возникло ощущение единения с прекрасным. Там, впрочем, как и на большинстве здешних виноделин, внимание уделено буквально каждому сантиметру как территории, так и всем объектам на ней. Это настоящая квинтэссенция стиля, изысканности, перфекционизма и чувства прекрасного. И этим миксом пронизан буквально весь винный регион. Ресторан винодельни ввиду нашего позднего приезда был уже закрыт, но ужин заботливо ожидал нас на террасе номера, сохраняя тепло с помощью такого вот приспособления в компании с 2 комплементарными бутылками вина. Номерной фонд здесь весьма небольшой и представлен такими сьютами. У каждого есть небольшая терраса, с которой открывается вид на виноградники. Его стоимость, учитывая ковидные времена, составила всего лишь $110 за ночь с завтраком. Следующий день нас встретил отличной погодой и не менее отличным завтраком на живописной террасе ресторана винодельни. Несмотря на 10 утра, на нашу уже родную винодельню вовсю начали прибывать туристы с дегустационной целью. И я с некоторым пока еще недоумением смотрел на них. Но предприняв часовую прогулку после завтрака по территории, мы уже сами отправились на экскурсию по винодельне. С самого начала каждому участнику выдали бокал вина, который постоянно кто-то наполнял. Сама экскурсия по производству была весьма познавательной и заняла около часа. И плавно переросла еще в 2-часовую дегустацию разных вин от Jordan. В общем, к обеду мы были уже вполне ничего. Вот такой вот парень с нами тоже тестит вина на Jordan Wine Estate. И, по-моему, ему здесь хорошо. И я уже не очень понимал, как в этот же день посетить еще 2 винодельни, которые я наметил. Проявив недюжие усилия, мы все-таки вырвались из цепких лап нашего Джордана и отправились в ранее запланированную винодельню под названием Landserac Wine Estate. Она входит в тройку самых старейших винодельен Стелленбоша и была основана в 1692 году. Так же, как и Jordan, входит в топ-10 винных хозяйств этого района. Знаменита эта винодельня тем, что здесь впервые было бутилировано вино из сорта Пинотаж. А в 1961 году, благодаря этой винодельне, Пинотаж был официально признан первым коммерческим вином в ЮАР. Проведенные здесь пару часов пролетели как один миг, и все благодаря великолепному сервису, вкусным закускам, потрясающим видам и, конечно же, отличному вину. Могу смело рекомендовать заглянуть сюда при возможности. Так совсем незаметно пролетел, по сути, наш единственный день в Стелленбоше, и, увы, ни сил, ни времени на посещение еще виноделен у нас не осталось. Удобное расположение в городе последней позволило еще немного прогуляться по нему. В одном из многочисленных и вполне приличных ресторанов этого города мы провели наш прощальный ужин в ЮАР. Называется он Die Warenmarkt. Ресторан оказался весьма достойным для окончания этой увлекательной поездки, и я могу его советовать. Как вы уже поняли, винный регион нам прям очень зашел и однозначно стоит внимания при посещении ЮАР. Учитывая наш опыт, я бы порекомендовал запланировать там как минимум 3 ночи, а лучше неделю, и добавить Стелленбошу как минимум Парл и Франшху. Ну вот и подошел к концу финальный выпуск о нашем трипе по Южной Африке, и тут стоит сказать, что эта страна стала, пожалуй, самой впечатляющей по сумме интересных мест среди тех, в которых мы побывали. Все ее величие практически невозможно познать в рамках одного визита, и я надеюсь, что мы сюда еще вернемся. Спасибо, что посмотрели, не забывайте подписываться на канал, и до встречи в следующем видео.